Привет, мои дорогие друзья! Не ожидала, но вы мои умницы и разумницы, девочки и умники мальчики. Подняли таки первую часть основания Осман на новый уровень, тем самым дав продолжение этому кино. Люблю вас, мои дорогие, за то, что мы так давно вместе и настолько хорошо понимаем друг друга. В прошлой серии мне сказали, что много воды было в самом начале, потому сразу ставим лайк, оставляем после просмотра комментарий и идем в телеграм-канал по ссылке в описании. Смотрим, слушаем, читаем все самое интересное, неожиданное и важное с каналом Империя. Важное сообщение для вас я сделаю тогда в конце, дорогие мои, с вашего позволения. Начнем. В предыдущей части с описанием исторических персонажей сериала «Основание Осман» были рассмотрены шейх Эдебали, Дурсун Факих, Мала Хатун, Савджи Бей и Гюндуз Бей. Кто не видел первую часть, смотрите по ссылке в описании к этому ролику. Сегодня мы продолжим говорить о реальных людях времен первого султана Османа Гази, показанных в сериале «Основание Осман», и начнем с такой интересной фигуры, на мой взгляд, как командир Колонос. Согласитесь, что личность его в сериале довольно интересная. Он любовник Софии и одновременно является комендантом крепости Кулуджа-Хисар. Если говорить о Софии, об этой красивой по сериалу женщине, которую просто великолепно сыграла актриса Альма Терзич, то ее исторического прототипа не было. С головы до ног она была придумана, но сценарий вокруг нее был написан довольно естественно. Согласитесь, друзья мои. И да, друзья мои, принцесса София из Османа и Эстер Хатун Кира Кёсем Султан – это одно и то же лицо на экране. Несравненная и такая разная Альма Терзич. Ну да ладно, поговорим о человеке, который действительно существовал в истории – Колонос. Итак, давайте перенесемся сюда, в окрестности Газиантеп, Турция, где и располагался во времена Османа замок Кулуджа-Хисар. А в наше время от замка или крепости, как его называли в сериале, остались в основном одни развалины. Но они есть, а это уже о многом говорит. Смотрю на эти руины, друзья мои, и дух захватывает. Представьте себе, что по коридорам этого замка ходил сам Осман. Итак, комендант Колонос был родным братом Тикфура крепости Кулуджа-Хисар. В сериале его убивает Осман в первом сезоне 9 серии. На самом же деле Колонос погибает в 1286 году на поле боя при очередном жестоком столкновении с воинами Османа вблизи перевала Даманич. Согласно переведенным архивам Ашик-Паше Мелиссы Дирелиш, Колонос был похоронен там же, где и погиб. Позже люди стали говорить об этом месте, что здесь зарыта собака. Опять же, согласно записям Ашик-Паши, битва эта произошла по инициативе Тикфура замка Кулуджа-Хисар. Осман к тому времени уже завоевал крепость Кулуджа-Хисар. Узнав об этой дерзости, Тикфур замка Кулуджа-Хисар отправил войско во главе со своим братом Колонозом убить Османа. Однако Осман знал о нападении, встретил войско противника на перевале Даманич и всех убил. Дюндар Бей – фигура, которая у меня лично вызывала чувства противоречивые при просмотре сериала «Основание Осман». С одной стороны, этот человек был преданным своему племени, с другой стороны, сильно стремился во власть. К концу его сериальной игры я стала считать его обыкновенным трусом и подкаблучником своей взорвавшейся жены. И когда его благополучно казнил Осман, решила, что ему по делам. Ну а как же было на самом деле? Согласно написанным архивам Ибн Кемалем, умершим в Стамбуле в 1534 году, Дюндар Бей был прославленным и храбрым воином, преданным своему брату Эртугрулу, своему племени Каи.
Он не противостоял Осману и был рад, когда того избрали советом племени главой. Утверждается, что Дюндар тоже избирался на пост главы племени Каи. Однако Осман подкупил людей своей молодостью, отчаянной стратегией и моральной целостностью. Дюндар всячески помогал племяннику, и неясно до конца, как он умер на самом деле. Однако известно, что разногласия с Османом у Дюндара были, но были ли они настолько серьезными, чтобы Осман казнил своего дядю, нам неведомо. Так же, как ничего не известно о его жене и детях. А умер Дюндар в возрасте 96 или 98 лет. Алишер Бей. Интересная фигура в сериале, которую хотелось задушить собственными руками, правда же, друзья мои? В истории таких людей с одним и тем же именем было двое. Один из них отец Алишер Бей, другой Алишер Якуб Бей. Вот этот второй и был показан в сериале. Согласно историческим сведениям, род Алишера был довольно сильным и влиятельным. Если я правильно перевела с тюркского, то звучало имя рода как Гермиян Оглу. Если меня смотрят знатоки этой истории, и я ошиблась, поправьте меня, пожалуйста. А я продолжу, так как даже если это звучит не совсем так, на историю это не влияет. Алишер Бей, если можно так сказать, дружил с Дюндаром, а вот отношения с Османом были очень сильно натянуты. Из-за больших разногласий, которые, как мне кажется, были связаны с землей, отношения рода Гермиян Оглу и Османом стали непримиримыми и переросли во вражду. В истории Гермиян Оглу был одним из сильнейших анатолийских родов, которые являлись на своих землях вассалами сельджуков. Мечеть Кызылбей в Анкаре была отреставрирована главой племени Гермиян Оглу в 1298 году, так гласит одна из записей архивной книги. Основываясь на этой записи, историками сделано много выводов, в том числе и тот, что Алишер Якуб Бей правил обширными землями вплоть до границ с районом турецкой провинции Кыршихир. Обстоятельства смерти Алишер Бея исторически не описаны. Канур-Алп. Обожаемый мной персонаж по многим причинам. И да, ребят, одна из них – неземная красота актера Эрена Вурдема. Ну а другие причины, как вы правильно понимаете, связаны с персонажем, которого играет Эрен. Историческая ценность этого персонажа подтверждена уже тем, что в наше время в Турции существуют его реликвии. В провинции Дюздже есть город под названием Конур-Алп. В 2022 году турецкий Канур-Алп объявлен археологическим памятником. Там обнаружены руины античного города Пруссии и Гиппии, известного как Эфес Западного Причерноморья. Здесь также обнаружено множество исторических артефактов периодов Римской, Византийской и Османской империи. Канур-Алп умер в 1326 году. Могила этого человека не найдена. Захоронение в Сигюте в комплексе Эртугрула-Гази является почетной. Этот человек был военачальником, оставившим глубокий след в становлении османского государства, стоявший плечом к плечу с Османом Гази. Вышеназванные земли в провинции Дюздже были ему переданы Османом во владение и управление. Умер великий воин после завоевания Бурсы.
Самса Алп. Не все из нас знают, что Самса Алп из сериала «Воскресший Эртугрул» и Чавуш Самса из «Основания Осман» исторически один и тот же персонаж. Мы с вами уже знаем двух долгожителей, которые умудрились служить народу сразу при трех правителях – Эртугруле, Османе и Орхане. Их имена Тургут Алп и Абдурахман Алп Гази. Так вот, Самса Алп – третий человек, который захватил период всех трех вождей, то есть тоже долгожитель. Здесь хотелось бы обратить внимание зрителей. Я уже не раз акцентировала ваше внимание, что во времена османов с именами было, видимо, совсем туго, особенно с мужчинами, и всех называли одинаково, ну или почти. Потому вполне допускается, что, например, тот же Тургут, который, как утверждается, умер с топором в руках на поле боя в возрасте 126 лет, это два разных человека. Просто два воина были очень похожи по способу ведения боя, по убеждениям, и их история описывает как одного человека. Возможно, ничего не утверждаю, просто это нужно понимать. Итак, Самса Алп был отважным воином, безвозвратно вписавший свое имя в историю становления османского государства. Сначала он сражался бок о бок с Эртугрулом, затем помогал Осману в становлении нового государства, а затем стал верным помощником Орхану, когда тот принял бразды правления османским государством от своего отца. Профессор доктор Ахмед Самсержил. Профессор доктор Ахмед Самсержил. Профессор доктор Ахмед Самсержил утверждает, что Самса Алп умер уже после 1330 года. Его могила находится в деревне Хаджи Мусалар, недалеко от Мудурно. Друзья, вы устали, и по традиции прошу вас оставить комментарий. Мы рассмотрели с вами подробнее еще 5 человек из истории Османа. Итого мы знакомы уже с жизнью 10 человек. Впереди у нас еще много персонажей. Давайте с вами еще раз поднажмем и наберем 100 тысяч просмотров, чтобы мы смогли сделать и третью часть. Спасибо вам за просмотры, лайки и комментарии. Не забывайте подписаться и на наш телеграм-канал. Там много информации. Ссылка в описании к ролику. Мира и добра. Всех обняла Оливия.